Никогда не делай этого для мужчины. Как говорится, любить не запрещено, и жертвовать собой ради того, кого любишь, конечно, нужно. Я бы сказал, всегда. Но есть и другие мнения. Некоторые утверждают, жертвовать собой ради возлюбленного нужно только в исключительных случаях. Да. А вот сейчас я расскажу тебе, чего не стоит делать для мужчины ни при каких обстоятельствах, если, конечно, ты хочешь быть с ним счастливой и остаться с ним навсегда. Ну что, поехали. На мой взгляд, как мужчине, мне не очень нравится и хотелось бы, чтобы мне женщина помогала финансово или тащила меня, как мешок на своей хрупкой спине. От этой мысли уже становится не по себе, противно. Одним словом, я считаю, что не нужно мужчине помогать финансово. Даже когда у него в карманах сплошные сквозняки, нет работы и никакой перспективы. И он все время ноет о том, что не может найти себе работу. Я уверен, работу найти можно всегда. Было бы желание. Точка. Даже если ты и 7 пядей во лбу, ради своих близких можешь поработать и грузчиком. Ничего не случится с твоими взглядами на жизнь, с твоим самолюбием и идеей покорить весь мир своими талантами и идеями. Мужчина должен, нет, обязан самореализовываться и быть в беде, если возлюбленной придется постоянно из собственных рук вскармливать ленивца крупными суммами, постоянной материальной поддержкой. Уверяю тебя, все это закончится трагедией. Ничего хорошего из этого не получится. Женщине придется крутиться юлой, белкой в колесе, чтобы обеспечить свою и жизнь возлюбленного, который так и присел на шею, свесив ножки. А еще, если ленивец ждет от тебя дорогих подарков, лежа на диване, то точно нет смысла преподносить ему дорогой подарок – золотые часы или автомобиль. Я знаю, так бывает. Даже и не пытайся завоевать сердце мужчины деньгами, подарками. Что характерно, такие отношения со временем трещат по швам и, попросту говоря, разваливаются. Я знаю, что некоторых из мужчин можно даже оттолкнуть от себя дорогими подарками, особенно если он себе такой роскоши позволить не может. И, конечно, если тебе попался недобросовестный представитель сильного пола, любовь может превратиться в использование твоих денег, твоего благосостояния. Ты, наверное, тоже получаешь сообщения от плачущих, я бы сказал, ноющих мужчин, молящих о помощи, просящих хоть какую-то сумму для определенного счастья. Я бы таким представителям сильного пола покупал памперс и высылал по почте. А сейчас я открою тебе один секрет. Помни, что в отличие от женщин, мужчина за жалость к нему любви не испытывает. Увы, это так. Проще говоря, жаловаться на жизнь он будет тебе, а также наматывать сопли на кулак, ныть, стенать, но что характерно, играть свадьбу он будет с другой. Проблема женщин в том, что вам вечно мерещится, будто жалобы – это признак глубоких отношений. Вы ведь его несчастного и одинокого вытаскиваете из пучины отчаяния. Вспомни печально известную русалочку. Она спасла таки принца, а он женился на другой. А еще постарайся не произносить фразу «Я тебе это уже 100 раз говорила». Эта фраза сражает наповал. Помни, что если ты права 1000 раз, и, конечно, ты его предупреждала, предостерегала, говорила как надо и как правильно,
Но тем не менее, он ослушался, поступил, как посчитал нужным. Просто помни, нет ничего более провокационного, чем эта дурацкая фраза. Я тебе это уже 100 раз говорил. Ну, во-первых, потому что этой фразой ты указываешь на то, что ты умнее его, и пытаешься это еще раз доказать, вбить ему в мозг, намекнуть на это. А во-вторых, это очень бестактно с твоей стороны, я бы сказал, нехорошо, не камельфо. Будь уверена, твой возлюбленный наверняка обидится. Более того, в скором будущем припомнит тебе свой досадный промах и унижение. Я бы сказал, что женщине не стоит отказываться от личной жизни и карьеры из-за любых отношений. Скажу, что быт превращает женщину в засохшую елку, увешанную полотенцами, ложками и поварешками, домашними проблемами. Все это хорошо, это жизнь, но быт еще никто не исключал в отношениях. Многие из женщин посвящают жизнь своим мужьям, детям и домашним заботам. Но есть семьи, в которых оба живут активной домашней бытовой жизнью, и это хорошо. Это я нахожу замечательным. Но когда женщина полностью переключается на работу, как говорится, в тылу, то рано или поздно мужчине захочется найти ту, другую, красивую и просто любоваться ею. Будь уверена, в большинстве случаев, если ты не в состоянии скинуть с себя потертый халат и фартук, он, не раздумывая, найдет себе другой объект восхищения. Кстати, это вовсе не значит, что ваш благоверный, сломя голову, кинется подыскивать себе любовницу. Нет, он просто будет любоваться кем-то другим, точнее, другой. То же самое касается и твоего личного времени. Если ты замужем, это вовсе не означает, что нужно забросить друзей, работу и хобби. Опять же, не забывайте, во всем нужно знать меру. Делайте это вместе. Жизнь будет ярче и интереснее. Тебе, как и любой другой женщине, конечно же, нравится менять внешность. На самом деле, это очень даже здорово. Это разнообразит не только твою внешность, но и делает жизнь, отношения ярче, интереснее, насыщеннее. Так что превращайтесь в блондинок, брюнеток, добавляйте краски в свою жизнь. Радуйте нас, мужчин. Но если же на кардинальной смене имиджа настаивает твой возлюбленный, впору задуматься, почему он этого хочет, в чем причина. Значит, я больше ему не нравлюсь? Он разлюбил меня? Да нет же, это значит, что он хочет видеть тебя немного другой, лучше, краше. А может быть и вправду прислушаться и обрезать или отращивать волосы. И, конечно, если ты относишься к той счастливой, которая успевает не только зарабатывать деньги и готовить завтраки с ужинами, но еще и следить за собой, быть счастливой в дружбе или браке, то почему не сделать это в угоду любимому? Если твой избранник предпочитает худощавых девочек унисекс, а ты куда больше похожа на кустодиевскую барышню, то почему бы тебе не посоветовать ему найти себе свой идеал, а не пытаться подогнать тебя под невероятные параметры и размеры? Я считаю, что в любом случае твой мужчина должен принимать тебя такой, какая ты есть. В противном же случае это просто не твой мужчина. К сожалению, таковых на жизненном пути встречается куда больше, чем вам, женщинам, того хотелось бы. Да, это всего лишь жизнь. Так что будь уверена в себе и дари счастье и радость своему мужчине, если, конечно, он этого стоит.